Приветствую всех на канале Scale Journal, и мы продолжаем знакомство с продукцией фирмы Wilder. Сегодня я хочу вам показать работу с масляными красками. Как вы можете заметить, палитра цветов представлена достаточно обширно, и позволяет выполнять все основные задачи в тонировке. Эти масляные краски разработаны специально для моделистов, и основными их преимуществами является то, что они быстро сохнут, после высыхания дают матовую поверхность, а также жидкие, что способствует более легкой растушевке. Мне сегодня потребуется для работы с пантерой цвет номер 3 Medium Yellow, 4 Light Buff, 7 Dark Yellow, 17 Faded Yellow и номер 25 Brown Shadow. В принципе, при тонировке можно использовать и большее количество цветов, но мне будет достаточно сегодня и этих 4. Давайте перейдем непосредственно к работе с моделью. При работе с маслом дополнительно мне потребуются различные кисти, пару острых, плоская кисть. Также потребуется тинер, потребуется палетка и салфетки. Для начала наполним пару емкостей тинером. В одной емкости мы будем промывать кисть, а в другой емкости будем использовать при растушевывании масла. Теперь выдавим масло на салфетку для удобства работы с ним. Начнем нанесение масляных точек с башни танка. Несколько точек я уже нанес, это светлые тона. Начал с самых светлых, их рекомендуется наносить по всей поверхности, но концентрировать их лучше на верхней части. Последующие цвета наносим аналогичным способом. Темные цвета рекомендуется наносить на нижней части и в меньшем количестве, так как их сложнее растушевывать. Примерно получаем вот такую картину. Дальше можно переходить непосредственно к растушевыванию. Для этого используем другую чистую кисть, смоченную в тинере. Сильно много разбавителя на кисти нам не нужно, поэтому смачиваем и убираем излишки. И начинаем движениями сверху вниз растушевывать. С помощью масляных красок можно делать следующее. Это эффекты старения, выцветания краски, взаимодействие окружающей среды. Это так называемый фейдинг. Можно использовать для дополнительного высветления либо затемнения отдельных элементов, а также имитировать различные потеки. Так же, как и фильтры, масляные краски позволяют сглаживать различные цветовые переходы, используемые при модуляции, либо при контрастном камуфляже. Масляные краски рекомендуется наносить на матовую либо полуматовую поверхность. Ускорить процесс высыхания можно с помощью аэрографа, просто подав немного воздуха. Также масляные краски можно наносить в несколько этапов. Если вас не устроил эффект от первого слоя, можно дополнительно добавить еще цветов. Процесс нанесения масляных точек продолжается до тех пор, пока вы не получите желаемый результат. Переходим к верхней части башни. Здесь, в принципе, все то же самое. Единственное, что точки растушевываются не движению сверху вниз, а тычковыми круговыми движениями. Но если есть наклонная поверхность, то тоже можно использовать движение сверху вниз.
После высыхания можно с помощью плоской сухой кисти окончательно растушевать масляные краски. Еще масло можно использовать для того, чтобы создавать эффект дополнительной тени. Для этого возьмем темно-коричневую краску и добавим ее вокруг башенки. Затем немножко растушевываем с помощью кисти, смоченной White Spirit. И завершаем эффект растушевки с помощью сухой плоской кисти. Принцип нанесения масляных точек на корпус танка идентичен. Давайте посмотрим, как это выглядит. Аналогично происходит работа и с катками.
работа с масляными красками завершена. Напомню, сегодня применялись краски Medium Yellow, Light Buff, Dark Yellow, Faded Yellow и Brown Shadow, а также тиннер для того, чтобы растушевывать и убирать излишки масла. С полным ассортиментом продукции Wilder можно ознакомиться на официальном сайте, ссылку я оставлю в описании видео. Но сегодняшнее видео буду заканчивать. В следующем видео мы с вами познакомимся со смывками. Если у вас появились какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.